Всем добрый день, я Наташа Комиссарова, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу предпринять вторую попытку снять мастер-класс по вывязыванию такого свитера. Первый мастер-класс мне не очень нравился, там было много ошибок и неточностей, я его просто удалила. Если кому-то это помешало плану, извините, сейчас я его возвращаю. Чтобы не разговаривать слишком много по поводу петель, как я это делаю и так далее, я вам все это представлю в виде слайдов. Будем ценить наше время. Плотность, количество рядов, количество петель, количество убавок, прибавок и так далее. Все это вы увидите на слайдах. Если кому-то нужна более подробная информация, как я это вязала, что, зачем и так далее, оставайтесь со мной до конца видео, и я вам покажу, как я это делала и из чего, более подробно. Итак. В общем, два слова про свитер. Свитер связан в технике реглан-погон. Реглан-погон снизу. Это моя вторая попытка, более удачная, чем первая. Я здесь ушла все неточности, все ошибки. И думаю, что получилось намного лучше. Итак, свитер связан из хлопка. Это 100% хлопок. Такая вот пряжа. Производитель Хобби. Датский производитель. Классическая пряжа 8×4. Турецкий хлопок. И это хлопок Deluxe, так, потому что у них есть еще просто Rainbow Cotton. 50 грамм, 170 метров. Рекомендуемые спицы 2,5-3,5. Стирка в 40 градусах, если кому-то это интересно. Я связала полностью 5 мотков. Вот это у меня осталось. Это, правда, начало, но, в принципе, такой же кусочек у меня остался от последнего мотка. Связала полностью все в ноль. Вязала на спицах 2,5, резинку вязала на спицах 2. Еще на размеры, по поводу размеров. Свитер связан на мальчика 4-5 лет и ростом 110-116, где-то так. Он чуть-чуть удлиненный. Я сейчас все свои свитера вяжу чуть-чуть длиннее, чтобы когда ребенок, не знаю, где-то лазит или просто нагнулся, чтобы попа хоть немножко была прикрыта, и чтобы сразу спина не была голой. Рукава вяжу на 5 сантиметров длиннее, чем тело до подрезов, тоже начиная где-то с 4 лет. А далее я вам расскажу вкратце, как я это вязала и на что обратить внимание. Итак, начинаем. Спицы 2 мм, 190 петель, обыкновенный наборный край, длинный хвост. Почему именно 190 петель? Должно быть число петель кратное 10, потому что раппорт узора это 10 петель. 9 петель лицевых и 1 изнаночная. Итого 10. Если вы набираете какое-то другое количество, то и хотите, конечно же, такой узор, то количество петель должно быть кратно 10. Итак, здесь я провязала 19 рядов вверх, потом я перешла на спицы 2 мм, 2,5 мм, извините. Разметила, конечно же, все раппорты. И вязала вверх, я вывязала вверх полностью 2 мотка до подрезов. Так, далее я перешла к вывязыванию рукава. На рукав я набирала 70 петель. Резинку вязала чуть-чуть длиннее, здесь у меня 21 ряд или 20 рядов, но на несколько рядов можно длиннее провязать. И вязала рукав, опять же, длиннее на 5 сантиметров, чем тело до подрезов. По ходу вывязывания рукава каждые 9 сантиметров я делала прибавки. Вот у меня 2 прибавки, еще 2 прибавки, и здесь, конечно, чуть-чуть раньше, потому что здесь не будет 3 раза по 9 сантиметров, еще 2 прибавки. Итого дополнительных 6 прибавок у меня здесь. Прибавки делала из петли предыдущего ряда в начале и в конце ряда. Вывязала рукав, вывязала второй рукав и присоединила все на одну леску. Сколько я оставляла на подрезы? Во-первых, как нам надо поделить все это? Я теперь наперед оставляю чуть-чуть меньше петель, чем на спинку. Для того, чтобы когда ребенок сидит, вот такого вот пузыря спереди, когда он так чуть-чуть сгинается, вот этого вот не было. Так? Поэтому оставляем наперед чуть-чуть меньше петель, чем на спинку. Здесь у меня 7 раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. По спинке у меня идет
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 полных раппортов. Еще 4 раппорта мы будем делить. 2 с этой стороны и 2 с этой стороны. Так? Как мы это делим? Одинаково по рукаву и по телу. Посмотрите. Вот у нас идет вот эти вот 2 неполных раппорта. То есть они, конечно, здесь полные, так, но здесь мы их должны поделить. Вот эту вот центральную дорожку из изнаночных петель мы оставляем. Это наша 9-я петля. 4 берем в эту сторону и 4 берем в эту сторону. Так, вот эти вот петли мы оставляем как на рукаве, так и на теле, на подрезы. Здесь у нас остается 5, здесь остается 5. Точно так же с другой стороны. Первые 3 ряда после присоединения рукавов мы вяжем просто так, без всяких убавок, без ничего. Далее начинаем формировать вот эту дорожку. Это дорожка из двойных убавок с центральной петлей. Их я сделала 3. Делала в каждом втором ряду. Итого у меня здесь 6 рядов, из них 3 убавочных. Далее, когда вот эту вот дорожку я скрыла, как бы так, когда у нас уже остается полностью весь раппорт здесь, я начинаю вывязывать рукав. Убавки мы делаем только со стороны рукава, так, и их я сделала здесь 15 штук. 15 штук убавок в каждом втором ряду, итого вместе здесь у меня 30 рядов. Делаем убавки до тех пор, пока у вас не скроется вот эта вот опять же изнаночная дорожка, так, чтобы далее у нас было вот так вот ровненько все здесь и аккуратненько. После того, как дорожка скрылась, мы переходим на убавки по телу, и здесь мы будем делать убавки в каждом ряду. Я сделала в начале 3 ряда убавочных, то есть вы по кругу вяжете и вяжете убавки в каждом ряду с этой стороны. 3 штуки, далее мы вывязываем росток. Как вывязывать все вот эти вот убавки, как соединить подрезы, да, как сделать вот такие убавки, как сделать такие убавки, как сделать такие убавки с лицевой и изнаночной стороны, как потом обработать горловину. У меня есть видео на все эти моменты, я оставлю ссылки на них под этим видео в инфобоксе, так что можете пройти и отдельно все посмотреть, чтобы не рыскать по этому видео. Итак, росток. Переходим к ростку. На росток перед вывязыванием ростка у меня здесь осталось 61 петля. Так, чтобы вы понимали как бы сам принцип деления вот этого вот всего. Ввиду того, что я хотела иметь 6 петель разворота, мне пока этого достаточно, на росток 2 сантиметра, поэтому рядов у меня будет убавочных 12. Итого вот с этой вот стороны мне надо оставить 12 петель на убавки, то есть они будут убавлены. После вычета у меня остается, вот здесь у меня, скажем, 12 убавлено, 7 петель центральных я оставила, и здесь остается вот здесь вот по 15 петель. Их мне надо поделить на 6 точек разворота. Я их делила 4, 3, 3, 2, 2, 1. Вы можете поделить как вам удобнее, помните только, что от большего идет к меньшему. Так, вывязываем. Вывязываем росток. Убавки делаем в каждом ряду и по лицевой, и по изнаночной стороне уже в этот раз. После того, как вы вывязали росток, мы переходим к обработке горловины. Когда вы провязали все вот эти вот петли, так, разворота, провязываете один ряд лицевыми, чтобы это все как бы закрыть, и потом переходите на спицы номер 2 и провязываем один ряд изнаночными петлями. И из этой вот дорожки мы начинаем формировать ложную петлевку. Ложную петлевку я формирую по открытым петлям, для того, чтобы горловина была более-менее эластичной. Если бы петли были закрыты, то, к сожалению, для детей это не очень подходит, потому что она более стягивает все. И голова не всегда может пролезать. Или ребенок просто будет очень быстро вырастать из этого изделия. Итак, возвращаясь к петлевке. Из изнаночных петель, здесь мы вяжем в принципе дальше, по лицевой стороне. 3 ряда провязываем лицевыми, поднимаем потом петли, другой, конечно же, спицей и из другой пряжи, из другого мотка. Поднимаем петли с изнаночной стороны и начинаем, сейчас я, может, покажу у меня, чтобы не показывать вам этикетку, вот как это все выглядит. Вот. Из изнаночной стороны, из этой вот дорожки,
мы тоже поднимаем петли и вывязываем. Вы будете смотреть как бы на это. Если вы смотрите с той стороны, это будут изнаночные петли. То есть вы вывязываете изнанку именно изнаночными петлями, чтобы с этой стороны это было лицевые. Тоже 3 ряда. Собираете все на одну спицу, провязывая по 2 петли вместе. Так, и все. В принципе, это все. Далее вы начинаете вывязывать горловину тем узором, который вам нужен. Здесь у меня опять же резинка 1 на 1. У меня здесь было 146 петель, осталось в конце. Это делится напополам, поэтому мне ничего не надо было ни удалять, ни прибавлять. Если вам нужно что-то удалить или прибавить, вы это делаете вот здесь, вот там, где у вас начало ряда. Плюс 1 петля, плюс 2 петли, или минус 1 петля, минус 2 петли, в зависимости от того, что у вас на петлях и какая вам резинка нужна. Вяжем резинку на ту высоту, которая вам надо, подгибаем ее и пришиваем. На это у меня тоже есть видео. И, в принципе, все. Это краткая как бы инструкция, как сделать такой свитер. Свитер, думаю, очень удачный. Узор удачный. На мальчика это очень хорошо смотрится. В принципе, на мужское изделие это тоже очень бы хорошо смотрелось. Поэтому надеюсь, что все понятно, что я объясняла. Смотрите на слайды. Если что-то непонятно или какая-то нужна дополнительная информация, спрашивайте в комментариях, я обязательно отвечу. Вяжите. Надеюсь, у вас все получится. Спасибо большое за внимание и до новых встреч!